Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Сегодня мы хотим рассказать еще об одной метеостанции французского бренда Lacrosse. Встречайте, метеостанция Lacrosse WS6827. Черная, но симпатичная. Метеостанция от французского бренда Lacrosse поставляется в картонной коробке с красочной полиграфией, с указанием основных технических характеристик. Сам прибор располагается под прозрачной пластиковой вставкой. Это позволяет оценить внешний вид прибора, не вынимая его из коробки. Комплект поставки станции включает базовый блок, адаптер питания от сети 220 вольт, беспроводной датчик температуры и влажности, а также руководство по настройке и эксплуатации на украинском языке. Корпус базового блока и внешнего датчика выполнены из прочного пластика. Все детали корпуса хорошо подогнаны друг к другу. При приложении усилия на изгиб или скручивание корпуса не возникает никаких скрипов, характерных для дешевых изделий из пластика. Базовый блок метеостанции имеет оригинальный строгий дизайн. Корпус выполнен в черном цвете. С обратной стороны корпуса имеется подставка, позволяющая установить станцию на горизонтальной поверхности. Возможность расположения на вертикальной поверхности не предусмотрена. Датчик может быть расположен как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Для того, чтобы запустить станцию, достаточно подать питание на саму станцию и на внешний датчик. В течение 3 минут станция обнаружит датчик и выведет на экран результаты его измерений. Радиус действия датчика в прямой видимости составляет 90 метров. Однако при первичном запуске станции его следует расположить в радиусе около 3 метров. Питание базового блока осуществляется от 3 батареек или от сети 220 вольт посредством адаптера питания. Выносной датчик питается от 2 батареек. Отсек для их установки находится под крышкой на передней панели датчика. Подадим питание и рассмотрим более подробно основной блок станции. Теперь, когда подано питание и станция инициализировала внешний датчик, рассмотрим подробнее содержимого красочного дисплея базового блока. Как видим, дисплей разделен на 5 зон. Первая зона содержит информацию о прогнозе погоды на ближайшие 12 часов. В правом верхнем углу расположено маленькое окошко, в котором отображается тенденция изменения атмосферного давления. Верхняя зона правой части экрана отображает температуру и влажность, измеренную внешним датчиком. Стрелка около соответствующего параметра показывает тенденцию его изменения. Здесь же отображается значок уровня сигнала от внешнего датчика. Кроме того, в этой зоне расположен индикатор, сигнализирующий о необходимости замены батареек выносного датчика. Ниже отображается внутренняя температура и влажность, которые измеряются соответствующими датчиками, расположенными внутри базового блока метеоприбора. Также стрелочками показана тенденция изменения этих показателей. Еще ниже справа находится блок часов, календаря и будильника. Слева информация об установленных пределах температуры и влажности, при выходе за которые станция оповещает звуковым сигналом. Теперь рассмотрим назначение и основной функционал кнопок, расположенных справа от дисплея. При помощи этих кнопок осуществляется первичная настройка и управление прибором. Первая кнопка сверху служит для выбора одного из 3 режимов подсветки экрана, в случае, когда станция запитана от сетевого адаптера. В случае работы от батареек этой кнопкой подсветка экрана включается на непродолжительное время, порядка 5 секунд. Вторая кнопка служит для отображения температуры ощущения, одно нажатие. Двойное нажатие покажет температуру конденсации или точку росы. При удержании кнопки
станция перейдет в режим поиска внешнего датчика. При помощи третьей кнопки выполняются базовые настройки метеостанции. Выбор языка, настройка часов и календаря, а также выбор единиц измерения температуры. Четвертая и шестая кнопки, стрелки вниз или вверх, служат для изменения различных значений, когда станция находится в режиме настроек. В обычном режиме кнопка со стрелкой вниз выведет на экран минимальное значение температуры за истекший период. Кнопка со стрелкой вверх покажет максимальную температуру. При помощи пятой кнопки и кнопок со стрелками задаются пороговые значения температур, а также активируются звуковые оповещения при выходе температуры или влажности за указанные пределы. И последняя, седьмая кнопка, служит для установки времени будильника и активации или деактивации звукового сигнала, связанного с будильником. Кроме этого, следует отметить специальный разъем USB. Он применяется исключительно как источник тока для зарядки различных мобильных устройств. Максимальный ток составляет 1 ампер. Передача каких-либо данных через этот разъем не осуществляется. Подводя итог, можно сказать, что станция оставила приятное впечатление. Стильный дизайн, отличное механическое исполнение корпуса и продуманное размещение информации на дисплее. На наш взгляд, данная модель заслуживает высокой оценки и уверенно может быть рекомендована к приобретению как для себя, так и в качестве подарка друзьям, родственникам или знакомым. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.